Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Прогноз Таро на декаду, на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь или что вам предстоит организовать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? Или как изменится ваша реальность. У нас сегодня две колоды. И первая необычная колода – это оракул Сибилла. И мы совершенно в другом формате с вами рассмотрим предстоящие события. И что нам говорят карты? Быть максимально практичными, потому что два направления нам придется учитывать. Первое или две составляющие – это изображение самой по себе карты и та трактовка, которая прописана к карте. И вторая колода ангелов-хранителей. Мы раскроем те события, которые нам покажет оракул. Итак, давайте перейдем к этим маленьким картам. Надо сказать, что я себе употребляю и достаточно точно, можно сказать, они дают подсказки. Но я не знаю, конечно, как это сработает в более таком широком масштабе. Поэтому я буду благодарна вашим комментариям, насколько это проигрывается, насколько актуально делать такой расклад. Призывает нас этот оракул Сибилла сосредоточиться. Итак, первая сфера жизни. Здесь немножко все не так, как в колодах других оракулов или в колодах карт. И первая карта у нас будет сфера денег и бизнеса. Вторая сфера – это у нас здоровье тела или неожиданности или случайности. Третья стопочка у нас будет называться сфера работы и ваших профессиональных достижений. Четвертое – это любовь и личная жизнь. Но на этом не заканчивается. В той же самой последовательности мы дополним. Положим еще по одной карте. Итак, первое, напомню, сфера денег и бизнеса. Второе – это у нас идет здоровье тела и случайности. Третье – профессиональная ваша работа, достижения. И четвертая, самая верхняя позиция – любовь и личная жизнь. Давайте будем смотреть. Итак, что же для вас на 10 дней подскажет оракул? Это карта военного. О чем нам говорят? Где-то это может быть ваше воинственное настроение или ваша готовность что-то решать. Где-то это может быть связано с позицией вашей независимости. Или вы, мои дорогие овны, можете столкнуться с каким-то законом, порядком, который вы не в силах изменить. Есть какая-то конкретика, вам ее придется учитывать. С учетом того, что меня смотрят люди из разных стран, это могут быть персоны, которые тоже работают четко по регламентам, по приказам. И по приказам у нас много сфер жизни, когда работают люди. Это где-то отчасти медицина. Понятно, что это военные. Кто-то из вас может столкнуться, ну, к примеру, вопросы по таможне, да, или какие-то вопросы, которые с высокими чиновниками вы хотите согласовать. Человек тоже работает по приказам. Он не может от регламента отойти вправо-влево. Он вынужден поступать именно так, ну, как ему приписывает его деятельность или какая-то четкая инструкция. Вот есть какие-то инструкции, мои дорогие, которые вам придется, видимо, учитывать. Быть хладнокровным, безусловно, и готовым к тому, что, ну, наверное, могут быть какие-то изменения именно через внешние обстоятельства, когда нам придется тоже где-то подстраиваться или под букву закона, или учесть то, что приходит или есть, существует в нашей жизни что-то, что, на что мы не влияем. Поэтому объективизм какой-то. Или мы говорим, если про приказ, ну, значит, это мы тоже, приказы мы не можем менять. Но если меня смотрят как раз люди, которым более свойственно принимать важные решения или влиять на какой-то порядок, то тогда вы, как ключевая персона, и какие-то ваши контакты
но вот с теми людьми, которые тоже в первую очередь могут себя проявлять, ну, знаете, как большим приверженцем закона или какого-то порядка. Вот примите этого внимания. Это у вас сфера денег и бизнеса. У кого-то это налоговые органы, может быть и так. Налоговая какая-то отчетность, которую вы составляете, и тоже вправо-влево не могу. Вот нужно, чтобы каждая цифра сходилась. Мы смотрим сферу денег и бизнеса, и это где-то вам карта говорит, просчитай все пунктуально. Давайте посмотрим вторая сфера здоровья тела и случайностей. Что же это может быть? А здесь у нас идет, так и называется, блондинка. Вот такая милая девушка, но она не озадачена какими-то серьезными философскими размышлениями, какая-то определенность, определенная легкость, или когда, ну, мы где-то не заостряем внимание на собственном здоровье. Вообще, если про здоровье говорить, эта карта скорее скажет о том, что вас ничто не беспокоит, хотя я допускаю, меня смотрят разные люди, и состояния есть хронические заболевания. Но здесь, значит, как-то не будет вам ваше хроническое заболевание напоминать. Но если действительно вы в эти 10 дней почувствуете недомогание, тогда эта карта будет говорить, не думай, что что-то пройдет. Лучше узнай что-то наверняка. Здесь по случайностям, если мы говорим здоровье тела и неожиданностей, это могут быть случайные встречи, кстати, потому что эта позиция не только про здоровье, а именно про случайные какие-то моменты в нашей жизни, и это просто может быть контакт с конкретным человеком. И не обязательно, что это будет блондинка или блондин. Это, ну, такой человек, который или ваш какой-то контакт. Я не могу сказать, что эта персона очень важна в вашей жизни. Может быть, она таковой станет, но пока в эти 10 дней что-то еще не предопределено. Сфера работы, третья стопочка, и ваших достижений. Эта карта называется «Отсутствие». Отсутствие кого-либо. Значит, сфера работы может быть связана с тем, что нет какого-то человека, или вам придется, возможно, заменять кого-то на работе, может быть, отсутствует руководитель, но здесь как будто мы сожалеем, есть элемент сожаления. Мы помним, да, что нам приглашают нас эти карты или предлагает нам эта колода рассмотреть и изображение, и значение одновременно, связать и быть практичными. И трактовка этих карт, она более чем, знаете, такая к реальности нас приближает. Поэтому есть какое-то сожаление, что нет конкретного человека. Может быть, сожаление по части, что да, кто-то не вышел на работу, и мне приходится сейчас решать те вопросы, которые не входят в мой круг обязанностей, а мне это поручили. Или вы хотите решить что-то, пусть это будет по бизнесу, но, может быть, к примеру, банально, праздники. Сейчас закрыты какие-то инстанции, и вы можете чувствовать, эх, я сейчас теряю время, но изменить эту ситуацию не могу, потому что, да, закрыто какое-то конкретное учреждение. Или, может быть, какой-то вопрос у вас прямо быстро в эти 10 дней не решится. Отсутствие либо конкретной персоны, либо отсутствие какого-то документа, какой-то важной бумаги, такое тоже может проиграться. И, кстати, нет ничего глобального, я бы сказала. Но вот какие-то мелкие шероховатости могут быть. Смотрим четвертую стопочку, и это у нас любовь и личная жизнь. Открываем первую карту. О, да тут вы победители, мои дорогие. Тут конкретно успех идет карта. И лавровый венок, все, что полагается, уверенность, и лавровый венок и сверху, и тут прямо к вашим ногам. Поэтому для кого-то из вас личная жизнь как раз может заиграть разными красками. Вижу, что с самого начала не обратила на это внимания. Прошу меня извинить, сдвину пониже карты, чтобы вы могли их хорошо рассмотреть. Мне нечего добавить, поэтому успешный период. Все то, что вы себе наметили на личную жизнь, может быть, какие-то важные разговоры. Тут ведь не обязательно по любви, может быть, сама любовь, но, может быть, решение вопросов с родственниками. Ну, значит, вас более поймут, прислушаются или где-то проникнутся тем, что вы говорите,
согласятся, быть может, с вами, или у вас получится решить какой-то, может быть, и достаточно серьезный вопрос, и он будет связан с личным окружением. Давайте мы вернемся снова к первой стопке карт сферы денег и бизнеса, потому что вот эти карты, которые я сейчас открыла, они показывают то, с чем вы входите в эти 10 дней. Мы делаем немножко раньше этот расклад, поэтому примите это во внимание, как-то переложите на свою жизнь, как это откликается. А вот сейчас мы будем раскрывать, как это будет продолжаться. Итак, сфера бизнеса и денег. Вот здесь нужно быть внимательным. Это карта врага. Конкретно так. Нам показан человек, который за какой-то колонной или дверью словно притаился, а мы идем и где-то ничего не видим. Поэтому и первая у нас карта – это военного или тех, которые живут по приказу или по какому-то регламенту. Поэтому в сфере бизнеса, в сфере денег, может быть, где-то пересекается с работой, мои дорогие овны. Но примите во внимание, вам нужно быть осторожными, это точно. Но из этой сферы не выпадает чего-то такого, что вы бы не могли изменить. Не буду объяснять, почему я это вижу. Если в процессе у нас, как мы будем открывать остальные стопки, у нас это совпадет, то вы поймете почему. Но тут ваша какая-то должна быть осторожность. Слушайте свою интуицию. Где-то не бегите впереди паровоза. Помните, что люди разные. Есть, опять же, регламент, порядок, который вы не можете изменить. И, скорее всего, это вам придется быть хитрым, гибким, и очень внимательным. Хорошо, смотрим вторую сферу. Это у нас здоровье тела и какие-то неожиданные случайности, встречи. И правда, тут что-то может быть приятно. Дом, который находится в городе. И по этой карте это могут быть учреждения, либо это может быть ваш собственный дом. Кстати, с учетом карты блондинка, это могут быть какие-то гости или посетители, будем говорить, или ваши знакомые, которые входят в ваш дом. Тогда будьте внимательны, потому что нам ведь обе эти карты о чем говорят? Дом нам показан богатый. А та персона, которая входит, она еще для нас, ну, не прояснена. Или карта нам не показывает, что это человек надежный. Мы еще пока не знаем, какие цели преследует человек. Поэтому время у нас сейчас такое, когда мы отдыхаем, и могут прийти и соседи с какими-то своими намерениями. Но есть, как будто в вашем доме, к примеру, какой-то может быть человек, которого вы недостаточно знаете, или это тот человек, который вхож, может быть, в ваш дом, но нельзя сказать, что он несет что-то серьезное. Может быть, это вы пригласите кого-то, или, мои дорогие овны, это вы куда-то отправитесь и там встретитесь с таким человеком. Но есть какие-то контакты, будем говорить. По этой карте может быть и случайное знакомство, когда вы куда-то отправились в гости, и там вы познакомитесь. В каком-то доме именно может это состояться. И вот здесь я дополню, что для вас, правда, существует продолжение. Когда выпадают, теперь я поясню, у нас, обратите внимание, так работает именно этот оракул. Первые две карты, которые выпали на сферу денег и бизнеса, они в разной масти. Здесь у нас идут трефы и бубны. И поэтому, когда нет совпадений в одной масти, то это где-то контролируемая вами ситуация. Здесь же нам выпадают черви. Как бы две карты одной масти. И поэтому нас приглашают достать дополнительную карту. И таким образом мы начинаем формировать с вами пятую стопку карт, которая как раз и означает то или ту сферу, или те вопросы, где нужно нам проявить это самое внимание. Давайте откроем во второй нашей стопке, что нам подскажут карты. И это у нас идет сфера работы и ваших достижений. А это карта молодого брюнета. А вы знаете, у кого-то я могу допустить, что этот дом может быть как работа, какое-то знакомство на работе. Может быть, это знакомство уже произошло. Может быть, вы человека знаете, вам он интересен, или вы интересны кому-то, мои дорогие овны. Здесь может быть какое-то общение. Общение, я не могу сказать,
а, что оно будет по работе, в решении каких-то сложных тем, или когда вы будете обсуждать какой-то проект, и вам нужно, ну, быть предельно каким-то, ну, таким въедливым собеседником. Здесь больше легкости обе эти карты говорят. Могут быть какие-то контакты. Может быть, эта карта, кстати, раскрывает, что нет одного человека, есть какой-то другой человек, вот этот брюнет, который тоже пока, или вот как руководитель, допустим, по какой-то причине, либо в отпуске в эти праздничные, ну, это уже у нас не совсем праздничные дни, ну, мало ли, может быть, кто-то решил себе продолжить праздник, но, значит, как заместитель какой-то может быть, если мы говорим по сфере работы и достижений. Нет того лица, который мы хотели бы видеть или с кем мы прежде решали те или иные вопросы, а теперь есть какое-то другое лицо, и мы еще не знаем, что от него ожидать. Поэтому, ну, наше внимание, это будет нам где-то в помощь, но, может быть, и нам говорят о том, что тоже будь аккуратен, ты еще пока человека не знаешь достаточно хорошо. Ну, вот в сферу достижений, или это могут быть какие-то новые партнерские отношения по вашему бизнесу, ну, тогда примите во внимание все то, что я уже сказала. Но нет ничего того, потому что карты разных мастей, чего бы вы не могли контролировать. Давайте посмотрим, что же нам расскажут по сфере вашей личной жизни. И здесь тоже все то, что вы можете контролировать. Это карта нежности, это карта хрупкости. Обратите внимание, мы должны учесть изображение и то, что нам прописано. Мать обнимает дочь. Имеется в виду, как нежность, безусловно, сама по себе. Но есть и еще такое значение, оно может быть как минимум в итальянском языке применено как именно хрупкость или то, что не вечно, мои дорогие. Правда? И карта говорит, вот в данном случае вы должны уделить внимание изображению. Дети вырастают. Мать склонилась к дочери, как будто даже встала на колени, чтобы крепче обнять своего ребенка. Но это не постоянно. Это может быть изменено с течением времени. Или когда дети выросли, да, и уже мы им не помогаем, а они помогают, к примеру, нам. Или когда есть какие-то отношения, но тогда вам их нужно беречь. Скорее, в сфере любви должны быть внимательны как и к собственным любимым людям, к близким, так и к какой-то любовной конкретной истории. Может быть, не обидеть человека, может быть более чувствительным, мои дорогие. Тоже нам говорят, что все приходящее, часто обстоятельства нашей жизни врываются буквально в нашу реальность, и нам приходится несколько корректировать нашу жизнь. И если вам в данный период времени судьба дарит какого-то очень важного именно лично для вас человека, или какие-то контакты, или какую-то любовь, вам нужно ее сохранять. Потому что вот эта хрупкость, как, это не то, что ненадежность человека, а это именно мы кого-то любим, но понимаем, что есть тысяча каких-то неопределенностей, которые существуют вокруг вас. Поэтому что-то берегите. Берегите ваших любимых, берегите вашу любовь. Давайте теперь откроем пятую стопку. Там у нас одна карта. Что же вам нужно принять во внимание? И это именно касается сферы здоровья и случайных встреч. Вот смотрите, карты всегда живут своей жизнью. И эта карта «Сладкий билет». Так она и называется. Правда, здесь может быть у кого-то новое знакомство. Для тех, кто один или одна, это может быть какая-то случайная встреча. Вы можете отправиться, кстати, решать какой-то вопрос. Для кого-то это я могу допустить, потому что у нас тоже новая как будто персона или тот человек, которого мы не знаем. И третья стопка у нас сфера работы и достижений. Мы можем сокрушаться, что мы кого-то не встретили или мы не решили вопрос, а вам судьба подарит новое знакомство. Вот у кого-то так может проиграться. Но пока строить какие-то грандиозные планы, понятно, не время, потому что две карты, они достаточно мелкие. Но, может быть, вдохновиться определенно стоит. И тогда вот эта пятая карта, пятая стопка, нам будет подсказывать, что это может быть действительно какая-то судьбоносная встреча. У кого-то может быть судьбоносная встреча, когда вы пошли в гости. Или, может быть, решаете какой-то вопрос. Или пусть это будет какой-то человек,
который проявит к вам на начальном этапе интерес, только интерес или заинтересованность. Поэтому понимаем сразу, да, интерес, это он может быть приходящим, но тем не менее, это какие-то приятные события. Может быть, это кто-то проявляет к вам знаки внимания или понимание какое-то вам может оказать, но правда по части личной истории какой-то, или пусть это будет касаться сферы здоровья. Здесь тогда какие-то приятные могут быть события или какая-то информация, это ваше самочувствие. В эти 10 дней все-таки не такой долгий период, как раз обещает быть более, ну, больше бодрости, наверное, или больше легкости на подъем, хотя у вас с этим проблем нет, но здесь все-таки больше позитивных энергий, нам говорят. Ну и в неожиданных случайностях тут тоже именно какой-то сюрприз. Давайте мы перейдем к колоде Таро и спросим, что вы будете адаптировать и организовывать. Итак, что же вы будете адаптировать сначала или самому придется адаптироваться? Какие вопросы у вас выйдут на первый план? Что спешит в вашу жизнь? А тут какое-то долгое продолжение. Это карта звезды, это карта вдохновения, это карта того, что мы чем-то удовлетворяемся, мы чему-то радуемся. Это карта доверия, веры, надежды и в том, что у нас сбудутся все мечты. Но, безусловно, в этой колоде карт, ну, как, наверное, и во многих остальных, это карта выбора правильного направления на долгий период времени, лет на 10, на 20, как по Плутону. И то, что мы начинаем, может быть, в эти 10 дней, или то, что, чем вы занимаетесь, скорее всего, может иметь своеобразное эхо на далекий период, или какую-то дистанцию, или пусть это для вас будет очень важно. Где-то карта предвосхищает, что вам будет нравиться то, чем вы занимаетесь, и это будет продолжено. И у вас ждет в какой-то области именно успех, мои дорогие. Вы будете адаптировать новое качество жизни на далекий период времени. И у вас, мои дорогие овны, что-то получится осуществить. Причем этот успех, он как по дистанции приходит постепенно, но то, что будет принадлежать лично вам, и этот успех не заберет никто. У кого-то это может означать личная жизнь, у кого-то отношения, возможно, на расстоянии. И тогда вы будете, скорее всего, продумывать некоторые шаги, как быстрее встретиться или познакомиться. Все же карта звезда может говорить о том, что да, мы узнаем какого-то человека, это приятное общение, у нас сейчас много общения в интернет, но нужно быть аккуратным. Вот, кстати, я не знаю, что сказать по части общения или виртуальных знакомств, но то, что себя нужно сохранять и где-то, ну, не поддаваться, может быть, импульсу, желанию довериться сразу, это точно. Что-то нам еще предстоит разузнать. Где-то нам самим не поторопиться, может быть, по части как раз денег, куда-то не вкладываться вот в эти 10 дней, это наверняка. Просчитывать придется и брать эту дистанцию на долгий период времени. Может быть, это и связано с каким-то новым знакомством. И если нам, кстати, по части интернет-знакомств, к сожалению, скамеров очень много. Поэтому, мои дорогие овны, кто имеет такое знакомство, если у вас оппонент, скажем так, или та сторона, с которой вы общаетесь в интернет, у вас просит денег, денег не давать тогда конкретно. Враг. Чтобы самому себе не обострить какую-то обстановку, не осложнить жизнь или не остаться ни с чем. Но всячески добрая карта, она как раз меньше всего говорит о виртуальном каких-то знакомствах, но значение ее, оно предусматривает все же звезды, пространство, вселенная, эфир, интернет. Поэтому немножко, если поразмышляем, для кого-то то, что я сказала, может быть как подсказка. Давайте посмотрим, что же вы еще будете адаптировать. Солнце. Вы знаете, благополучный период жизни, когда, ну что тут скажешь, карта Солнца– это карта успеха. Тут действительно успех. И у вас две карты успеха– личная жизнь. Личной жизни нужно уделить внимание. Для большинства из вас, правда, либо вы недавно познакомились, но вы смотрите этот расклад, вы еще не знаете человека хорошо.
и хотели бы узнать какие-то подсказки, не торопитесь куда-то, правда. Но на кону, как и лет на 10-20, очень редко бывают такие совпадения, потому что обе карты выбора правильного направления. И если вот эта длительная дистанция, как я сказала, то карта Солнца 6-8 месяцев, когда мы занимаемся каким-то вопросом в любой сфере жизни и максимально для себя сделаем что-то хорошо. Вообще у вас карты, это у нас всего лишь вторая декада января. Это как прелюдия 2025 года. И вам сразу же говорят о том, что вы должны адаптировать. Свой успех, свое счастье, свои возможности. Да, при этом быть осторожным. Но продолжение какое-то прекрасное следует. Что еще адаптировать? Это оба два старших аркана. Поэтому вы будете сталкиваться не только в эти 10 дней, но и на долгий период времени с обстоятельствами. И поэтому где-то быть гибче, не упустить вам что-то стоит. Смотрите, тут сам по себе ангел-хранитель, который вам помогает решить множество вопросов по части вашего благополучия, по части денег. Это карта, когда у вас, ну, как правильное руководство. Вы сами где-то должны себе быть ангелом-хранителем в том плане, что слушать свою интуицию. Она всегда нам дает верные подсказки, куда-то не торопиться. Здесь искренние могут быть контакты, или, точнее, с искренними людьми, которые вам могут прийти на помощь. Здесь какая-то новая стратегия, тактика, которую вы не должны упустить. У вас выпали самые великолепные 3 карты из этой колоды, которые обещают, как и эти 10 дней, в каком-то очень позитивном ключе. Но мы должны что-то рассмотреть, мои дорогие. Карта врага все-таки выпадала, поэтому будьте внимательны. Но я бы сказала, вот эти 10 дней имеют какое-то очень глубокое значение для вашей жизни. Хорошо, а что же вы будете организовывать в эти 10 дней? Давайте узнаем. Деньги, работа, это карта благополучия, десятка пентаклей, или в этой карте десятка земли. Это карта традиций, карта уверенности, карта удачи где-то. Это наши близкие, это карта личной жизни. И где-то то, что деньги есть, деньги будут. Вообще, это когда по максимуму качество жизни. Вот, может быть, вы как раз и будете заниматься вопросами вашего жилища, или откуда к вам приходят конкретно деньги, или кто-то из вас в эти 10 дней, может быть, любовь, чувства, которые нахлынули где-то прежде. Вам захочется продолжать какую-то историю любви. И максимально быть реалистом, опять же, чтобы провести какие-то важные согласования. К примеру, по части оформления ваших отношений или где мы будем проживать. Для кого-то может быть и переезд, мои дорогие, который вы будете адаптировать и организовывать. Правда, у кого-то может быть такая программа, когда я решился переезжаю, переезжаю со своей семьей или для того, чтобы создать семью. Или у кого-то может быть релокация офиса, или вы меняете работу. Но опять же, по максимуму. Самые приятные организационные вопросы, ну, пусть даже это где-то вам приходится себя адаптировать, но все равно это все в позитивном ключе. Хорошо, что же еще придется вам организовывать? Вам придется какое-то новое направление рассматривать. Может быть, это и люди. Это у нас паш мечей. И будьте честны сами с собой. Это карта аналитики. И где-то, когда мы стоим на выборе, и мы должны увидеть именно новое направление. Вам придется что-то словно передумать, переоформить, может быть, какие-то бумаги переподписать. Мы не должны от чего-то отказаться только лишь потому, что мы можем не видеть, как будут развиваться в дальнейшем события. Нам в последующем придется быть более чем реалистом. Но тут самое главное — решиться на что-то, решиться на какую-то инновацию, все-таки паш. И, возможно, что-то вам придется изучать. Вот где-то организация будет связана с тем, что вы именно изучаете. У кого-то изучение будет касаться нового языка, а у кого-то новых методов работы. У кого-то может быть работа на дому. Каким образом? Или работа из любой точки мира. У кого-то это будет связано именно с денежным вопросом, потому что вам нужно тоже что-то решить. Давайте спросим еще, что же вам придется организовывать. Но на личной жизни нас акцентирует карта. Это карта любящего человека. Это карта король именно воды или король кубков.
Когда будут два направления, наверное, на последующий период для вас важны. Это первое – деньги, второе – это у нас личная жизнь в центре внимания. Где-то так оно и по оракулу Сибиллы тоже нам говорят, да. Сохранять, может быть, как и отношения, сохранять какой-то хрупкий баланс, может быть, вам тоже придется. С другой стороны, в сфере денег быть предельно внимательным, но по этой карте у нас есть надежный человек, который нам готов прийти на помощь. Пусть он будет только один, или какие-то важные контакты у вас могут быть, но тогда, говорит нам эта карта, что есть тот, который вас воспринимает таким, какой вы есть. Или это тот человек, который вам может дать какой-то дельный совет, тогда к нему следует прислушаться. И если мы в целом спросили, что вы будете организовывать, повторюсь, но на эти 10 дней. Сфера денег и сфера любви и вашей личной жизни в центре вашего внимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Буду благодарна вашим комментариям. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.